Всем привет, my name is Natalia, I'm your Russian language teacher. I had a bad day. The last few days have been bad, and in this video I'll give you one short story with practicing Russian words опять and снова. What's the difference between these two Russian words? I'll give you the explanation how to use these two Russian words. If you're interested, keep watching. I've done one material on phrases, and right now I'm working on my next one. This one you can get for free. The link is in the comment section. This book has common Russian phrases. So click on the link below and download this material for free. And now, let's begin our lesson. Опять на улице холодно. Сейчас лето. Почему на улице холодно? Опять на улице дождь. Сейчас нет, но час назад был дождь. И у меня много работы. Да-да, опять. Каждый день у меня много работы. Я хотела пойти на тренировку сегодня, но я не записалась. Опять. Я опять не записалась. Надо делать это заранее, надо записываться за один день, а я не записалась. Опять. Каждый день я планирую и не делаю. Еще вечером я буду делать салат, но я не купила овощи. Опять. Сейчас почти вечер, я еще работаю, но я опять забыла купить овощи. Опять не успела. Это так плохо. Какой сегодня день? Да-да, сегодня понедельник. Вечером я работаю. Я опять пропустила все. Я хотела встретиться с подругой в выходные. И я не позвонила. Я опять пропустила. Эта ситуация уже была. Время летит очень быстро. А я не сделала. Так плохо. Еще я хотела позвонить агенту. И опять не позвонила. Уже несколько дней я планирую позвонить в агентство. Я хочу сделать визу. И опять не сделала. Я думала сегодня звонить, потому что сегодня понедельник. И опять забыла. Завтра. Мне надо сделать это завтра. Опять. Все не так. Просто это какой-то кошмар. Я думаю, вы заметили, что мне не нравится все. Мои планы, я планировала что-то сделать и не сделала. И, конечно, я не рада, я недовольна такой ситуацией, я недовольна таким днем. Часто мы планируем, и потом все не по плану, или мы не делаем, и, конечно, мы недовольны этим. И когда мы говорим о чем-то негативном, когда нам кажется, что ситуация негативная, мы говорим опять. Мы используем опять, когда это что-то плохое, как нам кажется. Когда в негативном контексте мы часто используем опять. Но вот снова мы используем в нейтральном контексте или в позитивном. Когда нам нужно сделать что-то еще раз, или когда нам нужно сделать что-то снова, по новой, начать с начала. Да? Так, сегодня у меня снова работа, у меня снова уроки, но это хорошо. Я люблю, чем я занимаюсь. Вчера был дождь, и сегодня снова дождь, но это не страшно. Я гуляю в дождь тоже. Вчера я смотрела информацию о визе в интернете, но мне надо посмотреть снова. Я хочу посмотреть еще раз. 2 дня я уже хочу записаться на тренировку и не делаю этого. Я хотела пойти на тренировку сегодня, но вчера я снова не записалась. Я снова не записалась на тренировку. Я сделаю это сегодня. И, возможно, завтра я пойду на тренировку. Да-да, хорошо. Сегодня понедельник. Мы хотели встретиться с подругой. Выходные снова пролетели так быстро. Но ничего. Возможно, в следующие выходные мы встретимся. Сегодня утром я смотрела интересное видео, это исторические видео
но мне было очень интересно, и я хочу посмотреть их снова. Я думаю, мне нужно посмотреть их еще раз, потому что информация очень интересная, и я вообще плохо знаю историю. Вы знаете, я люблю писать планы на будущее, но сейчас все меняется, обстоятельства меняются очень быстро. И я думаю, мне нужно написать снова. Мне нужно написать планы. Мне нужно написать новые планы. Да-да, возможно, сегодня я сделаю это. И сейчас я хочу объяснить все эти 3 слова, выражения. Опять, снова, еще раз значит again. Еще раз значит one more time. Когда я хочу повторить, что я делала. Например, посмотреть видео еще раз. Или я хочу, не знаю, сходить на тренировку еще раз. One more time. Но снова значит начать сначала или делать по новой, делать с начала. Может быть еще раз, да, а может быть получить больше информации. Например, я хочу снова написать книгу. Это будет новая книга, но я хочу снова написать мою следующую книгу. У меня уже есть одна, но я хочу написать снова. 3 слова. Но разница между ними очень маленькая. Да? Я надеюсь, это понятно. Возможно, это не так легко. Эти слова очень похожи по значению. И я хочу дать несколько примеров. Вы опять здесь? Это что-то негативное, когда мне не нравится. Вы снова здесь? Когда это нейтральное. Или другой пример. Он опять опоздал, когда мне тоже не нравится. Или он снова опоздал. Это как факт, только как факт. Или опять идет дождь, когда мне не нравится. Снова идет дождь. Может быть, это плохо, но мне все равно. Это только зависит, как вам кажется, от контекста. Answer my questions to practice these words. Find the link below and answer them. Also, there is a link with my free material. Learn more Russian phrases for free. I believe that if you want to improve your Russian in a month, for example, you should immerse yourself with the Russian. I have various materials. If you're interested, you can subscribe to my Patreon page and use these materials. You can listen to Russian, you can read Russian, and you can practice your Russian at home. That's good. I wish you good luck, хорошего дня, увидимся в следующий раз и пока-пока.